Всем привет! Сегодня у нас распаковка сразу огромного количества посылок. Небольших, в основном тут маленькие посылочки, но их тут раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8 штук. Они все с Амазона. Сейчас я немножко освобожу место и сможем начать. Начнем с большой коробки, в которой у нас должна быть сетка для моих таракашечков. Я еще не открывала, поэтому давайте откроем вместе с вами и проверим. Чтобы сделать новые террариумы для своих новых питомцев, мне нужна металлическая сетка с очень-очень мелким сечением. Вот. Бумага. Такая большая коробка и такая маленькая сетка. Можно было в конверте просто привезти. Но, видимо, там, по-моему, конверты, они до полукилограмма. Больше они не ложат сюда. Видимо, у них запас прочности ограниченный. Где она тут заклеена? Заклеена, ну, вот. Сетка мне нужна не более чем 1 миллиметр. Зазоры должны быть, потому что иначе моя молоть моих таракашечков может уйти к соседям в гости. А этого бы мне, исключительно не хотелось, потому как жилье съемное. И зачем нам такие проблемы? Сколько тут листиков, сейчас посмотрим. Сетка, кстати, замечательной мелкоты. Не думаю, что молоть таракана отсюда выберется. Похоже, что она вполне надежная. Не думаю, что кто-то через нее уйдет. Их тут раз, два, три, 4, 5 сеточек. Это будет 5 крышечек для моих новых террариумов. Следующие посылки ждут нашего внимания. Так что поторопимся и откроем. Тут должно быть 2 предмета. Там с одной посылкой еще, кажется, будет какая-то проблема. Увидим. Ух ты, какая. Вот это и все. Должна была быть пленка. И она есть. Это товар для мужа. Муж заказывал себе шаблончики вот такие для всяких разных вещей. Так, я не буду все доставать, они одинаковые, просто разного цвета. Это, короче, наборчики. Маленькая, 3 большие. Наборные платы, то есть как угодно их можно между собой коннектить. В любом порядке, очень удобная штука. Для любых домашних поделочек. Маленькая, 3 большие. И там тоже дальше маленькая и 3 большие. Черненькая, синенькая и красненькая. Немножко забегу вперед. Сегодня в распаковке будет еще, должна быть в этом случае еще набор платок. Ладно? Давайте распакуем вот эту штуку. Раз. Вот такая пленочка. Эта пленочка тоже, насколько я понимаю, мужем была заказана. Так, я чуть прорезала тут. Но это не критично, потому как все равно она будет нарезаться на небольшие кусочки в большинстве своем. Это для того, чтобы выплавливать, что ли, платы разные всякие. Такой вот моточек, огромный толстый моточек пленочки у нас теперь есть. И поехали в следующую упаковочку. Не откладывая в долгий ящик. Вместе с этой посылкой мне пришла почта, в которой написано было, что здесь есть проволока и 4 лампочки. И это меня вводит в ступор. Здесь нет толщины, которая позволила бы иметь 4 лампочки. Просто нет. И я не знаю, что думать теперь. Как здесь могут быть лампочки, не очень понятно. Но мы сейчас откроем и определимся. Ее вес... полкило. Ну, лампочки легкие, так что они тут есть, вы представляете? Вот как можно было сюда упаковать лампочки? Я думала, это будет проблемная посылка. Но нет. Моя фантазия просто не позволила мне сюда положить лампочки. Это просто DIY-ная алюминиевая проволока. Я ее заказывала для поддержки цветам, потому что она такая вот гнучкая вся. Красивого синего такого индиго цвета. Ее тут вроде бы там метров 10, наверное. Может быть 5. Не помню уже точно. Для моих задач этого вполне достаточно. Пока что этого хватит. И 4 лампочки. Это супер яркие лампочки. Они должны быть Е27. Вроде бы.
Да, они вот такие маленькие. С рассеивателем. Там на выбор можно было взять вот этой прозрачной колбой, но я взяла с рассеивающим. С рассеиванием, мне кажется, всегда лучше, чем без. Надеюсь, оно не будет плавиться. Тут даже какая-то вентиляция есть. Вот таких вот 4 супер яркие лампочки холодного света, дневного так называемого. Тут про мощность не сказано ничего. 6000 кельвинов, ну, холодный свет, 15 ватт. Но это LED, это именно LED лампочка. У нас в доме уже практически все LED, но дело в том, что здесь дурацкие патроны B22, а не E27. Вот эти стандартные патроны туда не вкручиваются, поэтому только через переходники, либо старые лампочки используем, которые еще не остались, так сказать. Но мы уже давно не покупаем лампочки, которые не LED. Так, что у нас следующее на распаковке? На распаковке у нас следующее как раз то, о чем я только что и говорила. Это адаптер. Адаптер B22 to E27. В общем, вот такие вот у нас в доме все лампочки. А так как мы хотим вкручивать вот эти, приходится брать такие переходники. Вот я взяла 2 штучки, пока что этого хватит. Вот такие вот коннектора. Следующая посылка, это у нас тоже мужний заказ. Ему тоже для пайки. Он сейчас наконец-то начал собирать свою лабораторию заново, оставленную в Москве. Точно так же, как и я, уже начала обживаться. Год прожили на Кипре, не имея ничего, в общем-то. Свою лабораторию иметь это все-таки очень удобно. Это я ему посоветовала купить. Мне показалось, что замечательный набор. Он говорит, да, мне надо. Супер острая, просто супер-пупер острая. Сейчас покажу. Фокус. Ты где? Ты здесь? Будь со мной, пожалуйста. Не покидай меня. Вот такая вот штуковинка. Где закрывашка? Супер прикольный наборчик. Но пинцеты это вещь полезная. Пинцеты никогда лишними не будут. Интересно, разные наконечники. Вот этот вот такой вот закругленный. Есть острые, есть плоские. Длинные, толстые, короткие, изогнутые. Ну, в общем, набор всех необходимых. А чем они отличаются? Вот этот от вот этого. Ну этот более изогнутый. Пинцеты прикольные. Очень-очень прям тонюсенький кончик, очень острый. Так, где какой закрывашка? Прикольный набор, прикольный. Если даже мужу не понадобится, то я у него его отожму, потому что мне в работе с животными и растениями, ну, такие вещи тоже пригодятся. Но, скорее всего, мне его не отдаст, поэтому я себе, если что, закажу еще один. Так, следующая посылочка. Тут у нас должны быть zip-lock пакетики. Я заказала сразу упаковочку разных размеров, потому что они часто нужны в хозяйстве, в быту. То засунуть, то там запаковать. И, в общем, удобно, когда есть новенькие, чистенькие, красивенькие, гладенькие такие вот пакетюсечки. Маленькие совсем, покрупнее и большие. Даже вот большие удобно использовать для заморозки, к примеру. Да и маленькие можно использовать для специй, для каких-то побольше. Ну вот такой вот размер и большой. Вот такой вот размер. Прелесть, на мой взгляд, замечательно. Есть такое дело. Что у нас еще тут осталось нераспакованным? Нераспакованным у нас осталось еще 2 посылочки. Так, ну давайте начнем с той, что побольше. Ага, это платы у нас. Еще наборчик плат, которые я вам обещала в начале этого видео. Они вот в таком пластиковом боксе. Да, он немножко битый, но совсем чуть-чуть. Не совсем чуть, он полностью разбит. К сожалению, он разбит в хлам. Просто вдребезги. Но он тонюсенький, вообще тонюсенький. И неудивительно. И такая упаковка. Ну, в общем, платы какие угодно. Больших 2, поменьше. Этих целая упаковка, не знаю сколько, ну типа десяток, наверное. Таких еще поменьше, таких и таких.
всех размеров. Ну, конечно, бокс расстраивает, Женю в хлам разбит просто. Жаль, все он разрезанный тут. Угу. И возврат, скорее всего, сделать не получится, потому что на качество это никак не влияет на сам товар. Он точно так же может быть использован. А коробочка это типа упаковка, поэтому это как бы на товар не считается. Поехали дальше. Что у нас тут? А тут у нас офигенная штука. Да. Инфракрасные камеры. Инфракрасные камеры. Муж хочет сделать кое-какие гаджеты интересные. Со временем с вами поделимся. Все расскажем и покажем. Малюсенькая штученька. Шлейф. Что это? Тонюсенькая, малюсенькая, инфракраснюсенькая камерусенькая. Кстати, линза закрыта, заклеена. Вот такая вот инфракрасная камера. Для Raspberry. Именно для тех микрокомпьютеров, которые мы используем. У нас их уже было 2, мы с собой привезли из России. Потом мы еще одну заказывали, еще 2. Ну, вот уже штук 5 точно есть. И плюс мы еще одну заказывали, уже будет шестой наш микрокомпьютер. 8 мегапикселей для Raspberry Pi. Инфракрасная камера. Тут так и написано Raspberry Pi. Не знаю, фокусировка все еще с нами. 105 градусов по Цельсию, 60 вольт. Ну, это шлейф. Прикольно, прикольно. Так, наверное. Вот такая вот 2 штучки мы заказали. Они стоят, по-моему, в районе 25 баксов. Инструкция, ничего себе какая. Макулатуры насовали, как любят. К маленькому такому девайсу куча всякой макулатуры. Вот, распаковали, посмотрели, разобрали, увидели. Спасибо, что вы остаетесь со мной. Спасибо, что вы смотрите это видео, лайкаете. Вы же не забыли лайкнуть, правда? А если забыли, не забудьте прямо сейчас это сделайте, пожалуйста. Лайкните это видео, напишите какой-нибудь комментарий. Давайте общаться, давайте дружить. Я буду очень рада общению с вами. Спасибо. С вами была Виктория Маслакова, Ака Нагури. На сегодня я прощаюсь с вами. До новых встреч. Всем пока!